Друзья, мастер-класс в Провансе закончился, я вернулся в Москву. Материала много, я буду продолжать вас знакомить с этой поездкой. В конце ролика я покажу, как проходил 6-й день мастер-класса после нашего посещения музея мастерской Сезанна. Мы работали на площадке, где он писал неоднократно. Называется это место «Земля художников». Накопились вопросы, я отвечу, а потом покажу. Ирина Пронина. Интересный рассказ про композицию. Мне понравилось. Мастер-класс на озере Гарда очень заманчиво, но я рисую только акварелью. Так и прекрасно. И я тоже буду там писать акварелью. Приезжайте. Дело абсолютно не в материале, которым вы рисуете, а в настройке видения. В этом вся сила. Это базис. Настроить глаз нужно на то, чтобы замечать различия между массами, пятнами, об этом на классе, хоть цветными карандашами. Если вы настроите этот аппарат, то вы будете рисовать любым материалом. Так что даже это не проблема. Группа на озеро Гарда набирается. Это будет сразу после Армении. У меня 2 класса будет в октябре. Первый класс в Армении с 1 по 8 октября. Посмотрите информацию на сайте, включайтесь. Поездки там кормят, вообще вино, конечно же. А потом я сразу полечу в Италию, и там будет мастер-класс. Вся информация на сайте, заходите, знакомьтесь, включайтесь в команду. И пусть вас не беспокоит уровень, на котором вы сейчас находитесь, потому что взрыв, переворот в сознании происходит в первый же день, и это очень сильно сказывается на ваших успехах. Вы получаете такой крепкий пендель, потом летите, я не знаю, вас не остановишь. Аня Шестерякова, которая приезжала на 2 или на 3 дня сейчас из Швейцарии в Прованс, посмотрите, что она говорит о своих впечатлениях. Мы вчера провели первый мастер-класс, и я написала 2 этюда, но я увидела свои ошибки, конкретно мои. Мне чем нравится работать с преподавателем, потому что у художников замыливается взгляд на свои собственные работы. Даже если я у учеников сразу вижу все ошибки, или там не все, но много, то у себя самой я этих ошибок не замечаю. Поэтому вот как с психологами обязательно работает дополнительный психолог, который их все время поднимает на новый уровень. Также и для художника каждого нужен человек, которого художник выбирает себе в учителя, который будет его выше поднимать. И поэтому я считаю, это очень классно, что мы сегодня тут собрались со Славой, и он, надеюсь, меня вытолкнет на новую вершину. Занзип. А где мужики-то? Правда, интересно, почему же в основном женщины посещают подобные мастер-классы? Неужели мужчинам такое не интересно? Есть у кого-то мысли по этому поводу? Друзья, вот Занзип интересуется, какие у вас на этот счет мысли. Мужчины приезжают, но в меньшей степени. В основном действительно женщины. Что скажете, что думаете по этому поводу? Потом тогда и я добавлю. Мне интересно ваше мнение. Одна девушка у меня была, физик на классе. Я тоже ей задал такой вопрос. Физик же. Она говорит, я тренирую людей, которые на лыжах кататься, она тренирует. Тренер. И говорит, заметила такое, что вот он упал, там на трассе, бабах, и к нему подходишь, чтобы помочь. Он даже, ему стыдно, ему руку протягивает, он сам, даже если стоять уже не может. То есть, может быть, с этим как-то связано, что не может человек, мужчина, показать, что он чего-то там слабее женщины. Но я не знаю. Скажите, что думаете? Александр Ам. Знаю, что вы выезжаете на пленэр, в основном с небольшими размерами холстов, картона, но, может быть, у вас был опыт перелета с большими форматами, 50 на 60, 60. Как вы их провозили? Поделитесь, пожалуйста. В Америку я действительно брал холсты 50 на 60
и брал с собой подрамник, такой, который, ну, раскладывается. Его раз, чик, щель в щель попал, и он, бум, собрался быстро, и на него натягиваешь холст 50×60. Пишу портрет в той же Америке, написал, снял следующий, а потом, пока я ездил, они же подсыхали потихонечку, и в рулон закатал. И вот эта работа, например, портрет мексиканки, Мариам, я написал там, и она, в общем, высохла. Завернул ее в рулон, такая специальная, не знаю, от холстов бывает, ну, какие-то картонные такие вот трубки, ну, вот размером 50 или 60, 50. Наматываешь ее, живопись кверху, ну, и все скотчем, и все, и привожу домой. Вот такая идея. Юзер Тралливали, замечательная пленэра, как называется гора? Так, гора называется Сан-Виктуар, Святой Виктуар, наверное, или кто-то написал Сент-Виктуар, я не знаю точно, но ее любил писать Сезанн, и сегодня еще, в конце ролика я покажу, как мы работали над этой горой. Потом мы с Леной Ушаковой еще поднимались на эту гору, но это в следующем видео я покажу все это восхождение. Не снежник, не высоко, но было жарко очень. Юзер опять Тралливали. Ну, Тралливали — это много всяких букв. У меня картина с фотографией получается интереснее, чем фотография сама. Это нормально? Ну, конечно, нормально. Красота же в глазах смотрящего. Как вы смотрите? Все в этом дело. Ко мне, например, приходят некоторые люди и замирают, сердце замирает. А другие, они приходят просто, даже на стены не смотрят. Ну, и другие интересы. Поэтому это абсолютно нормально. Вы же пишете впечатление, вы пишете свою эмоцию. А фотоаппарат, ну, камера, пленка, она только отражение схватила, свет туда попал на пленочку, ну, на матрицу сейчас цифровую, и пиксели там запечатлились. Там нету. Есть, конечно, сейчас фотографы меня поправят, скажут, есть, конечно, там такое отношение вообще, чем фильтры всякие, фотошоп. А здесь нету фотошопа. Здесь есть кисточка и краска. И есть ваша эмоция, энергия, впечатление, ощущение. Вот попробуй передать фотокамеры ощущения. Кадр-то один. Вот ты смотришь на мотив. Вот что ты... Ну хорошо, ты настройки там поменяешь, но это же не ощущение. Передать ощущение... Как выяснилось, большая проблема. Кажется, что это просто. Но вот ходишь по музеям, по выставкам всяким, смотришь великих. Кстати, я покажу еще ролик вам, как мы ездили в Монако, на выставку Клода Моне. Шикарная выставка, будет отдельный ролик. Картина с фотографией получается интереснее. С фотографией, не с фотографией. Вы же пишете изнутри. Фактически ваша душа переходит, кристаллизуется, ее отношение к пейзажу, если это пейзаж, вы пишете с фотографией, отношение, все ваше видение за годы вашей практики концентрируется в этих красках, которые вы накладываете на холст. Все ваше умение, все ваши переживания, любовь, в конце концов, к жизни, к природе, к мотиву. В этот момент она тут. Потому-то картины вешают дома больше, чем, я предполагаю, чем фотографии. Но вот в домах, где я был, фотографии я видел прям 1%, а картин много. Какая-то есть значимость у картины, у живописи. Фантастическая значимость. Самим фактом нанесения краски на холст и живописи какого-то момента, вот этот кадр, да, в живописи, он уже придает значимость, он предлагает обратить внимание, потому что художник выделил из жизни кусок какой-то. Он показывает, что здесь есть что-то важное, посмотри. Друзья, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, комментируйте, задавайте вопросы.
госпожа Елена. Вот тебе и... Ты понимаешь, что тебе говорят комплименты? Или ты опять недовольна, дама? Это такое чудо, что вы здесь появились, просто фантастика, словами не пересказать. Вот лично для меня это чудо абсолютное. Просто вот я открываю Телеграм, а там видео Слава Короленков в Провансе. У меня сразу такое, опа, ничего себе. Где я была, почему я об этом не знала. Ну и вот, все срослось. Спасибо. Ура. Пока. Ну, счастливо. Спасибо, что приехал. После этого ролика предлагаю посмотреть видео «Как нарисовать пейзаж. Структура композиции пейзажа». 735 его второе название. Ну, до завтра.